Глава 1516. Нефритовая платформа. В тот момент, когда черная молния ударила Ханли, он почувствовал, как все вокруг расплывается, и сразу же был телепортирован с приступом головокружения. К счастью, на тот момент он был очень хорошо знаком с телепортацией, и как только он появился снова, он принудительно подавил головокружение и дискомфорт, сделав печать заклинания руками, чтобы вернуться в свою человеческую форму. Затем из его тела вырвался серый свет, мгновенно создав защитный барьер вокруг него самого, а также Янли, которая все еще не пришла в себя. Только после этого он внимательно осмотрел свое окружение и обнаружил, что они расположены на высокой платформе, построенной из прекрасного нефрита. Вокруг платформы была дюжина или около того столбов из лазурного камня, все они были с чрезвычайно замысловатыми рунами, сверкающими на поверхности. Эта платформа представляла собой небольшое заклинание. Когда эти каменные столбы вспыхнули, образовалась пелена мутного белого света, окутывающая всю платформу под ней. За световым барьером было огромное пространство черного тумана, из-за которого невозможно было увидеть, что происходит снаружи. К счастью, барьер не позволил туману проникнуть внутрь. При виде этого Ханли нахмурился. «Брат Хань, что это за место?» Янли, наконец, оправилась от приступа головокружения, и ее лицо слегка побледнело, когда она осмотрелась вокруг. Похоже, призрачный туман нас телепортировал в другое место, по сравнению с ней Ханли был довольно спокойным. Это значит, что мы больше не в Адской реке. Янли был в восторге от этого. Я не уверен в этом. Судя по опыту телепортации, который я накопил в прошлом, это не показалось мне телепортацией на большие расстояния через пространство, так что мы все равно должны быть в Адской реке, ответил Ханли, покачав головой. Янли была очень разочарована, услышав это, но внезапно ей в голову пришла мысль, и она резко воскликнула, изменившись в лице. Младшая боевая сестра Юань вышла из черного тумана, но ее не телепортировали сюда. Разве это не значит, что мы были разлучены с ней? Не волнуйся, госпожа Ян. С феей Юань все будет в порядке, даже если она будет одна. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы определить, где мы. Если мы все еще в Адской реке, не должно быть сложной задачей снова найти фею Юань, спокойно сказал Ханли. Услышав это, Янли немного расслабилась. Приношу извинения за то, что позволила моим эмоциям взять верх надо мной, брат Хань. Просто я очень разлучалась со своей младшей боевой сестрой, так что это довольно неприятный опыт для меня. Ничего страшного, я рад видеть, что у тебя и феей Юань такая тесная связь. Тем не менее, мы должны сначала решить затруднительное положение, в котором мы находимся, прежде чем мы сможем беспокоиться о ней, ответил Ханли с кривой улыбкой на лице и направился к одной из ближайших каменных колонн. Прищурившись, он взглянул на руны на колонне, и в его глазах вспыхнул слабый голубой свет. Черный туман вокруг был довольно плотным, но Ханли все еще мог проникнуть сквозь него своими духовными глазами, чтобы оценить окружающую обстановку. Выражение лица Ханли внезапно немного изменилось. «Что ты видишь, брат Хань?» Янли подошла к нему с обеспокоенным выражением лица. Помимо этой платформы, на которой мы находимся, есть 6 других платформ, похожих на эту, в круглой формации поблизости. Кроме того, мы, кажется, находимся в чреве горы, медленно ответил Ханли. Чрево горы. Если бы мы все еще не покинули Адскую реку, тогда кто построил здесь эти штуки? Пробормотала Янли, нахмурив брови. Слишком сложно строить догадки. Я хочу знать, как это существо смогло управлять призрачным туманом, чтобы телепортировать нас сюда. Возможно, они каким-то образом связаны со зверем Раху, размышлял Ханли. Мы не сможем найти никаких ответов, пока мы находимся здесь. Сначала мы должны выбраться из этой формации, вздохнула Янли. Конечно. Мы не знаем, есть ли хозяина этого места недобрые намерения. Похоже, нас защищает этот барьер, но также можно сказать, что мы были заключены в своего рода тюрьму. Нам действительно в первую очередь стоит покинуть это место. Я только что взглянул на руны на колоннах, но они чрезвычайно глубокие. По крайней мере, с моей базой знаний в формации заклинаний я не мог понять большинство рун, поэтому нам придется вырваться из этого места с помощью грубой силы, решил Ханли, погладив себя по подбородку. Вот как? Я также провела некоторые исследования в области создания формаций заклинаний, так что позволь мне тоже взглянуть. Янли выглядела довольно уверенной в себе. Естественно, было бы лучше, если бы ты могла сломать эту формацию здесь. Услышав это, Ханли запнулся и с улыбкой отошел от столба. Янли немедленно подошла к столбу и начала внимательно осматривать его, казалось, полностью погрузившись в изучение. Тем временем Ханли, сложив руки за спиной, обходил световой барьер, пытаясь найти альтернативные пути выхода.
Примерно через 10 минут Янли выдохнула, отведя взгляд, а затем повернулась к Ханьли с натянутой улыбкой на лице. Это ограничение действительно намного более серьезное, чем любое, с которым я сталкивалась в прошлом, поэтому я не смогу здесь помочь. Все в порядке, я попробую свои летающие мечи. Ханьли, казалось, ожидал такой результат и провел рукавом по воздуху, выпустив из рукава один из своих золотых мечей. Затем летающий меч превратился в мерцающий золотой длинный меч длиной около 3 футов. Вперед Ханьли указал прямо на белый световой барьер впереди, и золотой длинный меч пролетел в воздухе, ударив в световой барьер с яростной силой. С грохотом белый и золотой свет столкнулись между собой, после чего золотой длинный меч был с легкостью отброшен. Ханьли резко изменился в лице и поспешно указал пальцем на летающий меч, чтобы стабилизировать его в воздухе. Он догадывался, что этот световой барьер будет достаточно прочным, но не до такой степени, что его лазурный бамбуковый облачный меч не смог оставить на нем ни единой царапины. На лице Янли при виде этого также появилось удивленное выражение лица, и она немедленно открыла рот, выплюнув веер из черного бананового листа, которым она изо всех сил помахала в сторону светового барьера. По воздуху пронеслось угольно-черное пламя, но оно было отражено так же, как золотой меч, в то время как световой барьер остался совершенно невредимым. Почему это ограничение настолько сильное? Ханьли на мгновение остановился и поднял руку, обнажив черную как смоль ладонь. Раскрыв свои 5 пальцев, он прижал ладонь к световому барьеру, а затем выпустил мощную вспышку серого света. Казалось бы, неразрушимый световой барьер начал издавать низкий звенящий звук, и серый свет полностью окутал его, после чего на его поверхности начала появляться рябь. При виде этого на лице Ханьли появилась легкая улыбка. Все именно так, как он ожидал. Если это ограничение содержало какую-либо силу 5 элементов, тогда не было никакого способа, чтобы эссенция божественного света не смогла разобраться с ним. Имея это в виду, Ханли начал распространять свою магическую силу, и серый свет, исходящий из его ладони, становился все более и более ослепительным, в то время как барьер белого света начал терять или терять сильнее. Весь световой барьер начал деформироваться и скручиваться рукой Ханли в центре. Глаза Янли расширились от удивления и восторга при виде этого. Она несколько раз видела, как Ханли использовал эссенцию божественного света, поэтому она знала, насколько он могущественен, но не думала, что он будет настолько эффективен против этого ограничения. Спустя несколько мгновений раздался глухой удар, и световой барьер был наконец повернут до такой степени, что был разрушен эссенцией божественного света. В результате черный туман снаружи сразу же устремился к платформе из белого нефрита. Ханьли немедленно превратился в птицу и поднялся в воздух. Янли также была хорошо подготовлена и ввела свою магическую силу в лазурное перо, вызвав шар лазурного света вокруг себя, и поднялась к Ханьли. Ханьли уже оценил их окружение своими глазами духовного прозрения. Поэтому, приняв облик птицы, он сразу же без колебаний полетел в определенном направлении в тумане. После нескольких вспышек его глаза загорелись при виде лазурно-желтого барьера впереди. Этот барьер был чрезвычайно простым, поэтому он сразу же прорвался через него, не приняв никаких защитных мер. Барьер был с легкостью разрушен его массивным птичьим телом, и он спустился на участок скалистой земли по другую сторону барьера, приняв свою человеческую форму. Янли также пролетела через барьер позади него по горячим следам, а затем приземлилась рядом с Ханьли. Ханьли поспешно обернулся и обнаружил, что лазурно-желтый барьер позади них закрылся в мгновение ока, не допуская черного тумана, который пытался просочиться в местность. Только тогда Ханьли вздохнул с облегчением. Прямо в этот момент Янли воскликнул: «Брат Хан, там кто-то есть. Пойди и проверь это». Сердце Ханьли забилось, услышав это, и он поспешно повернулся в том направлении, куда указывала Янли. В нескольких сотнях футов от них был мерцающий белый проход, и Ханьли приподнял брови, пытаясь присмотреться. Только тогда он понял, что они стояли на платформе на крутом склоне горы, а нефритовые платформы, которые он видел ранее, были расположены у подножия горы. Вместо того, чтобы пройти к проходу на склоне горы, Ханьли на мгновение остановился и дважды щелкнул пальцем в воздухе. 2 точки золотого света вылетели из его рукава и превратились в пару золотых жуков размером с кулак, которые затем полетели в сторону прохода. Тем временем Ханьли сел на землю, скрестив ноги и закрыв глаза. Янли знала, что Ханьли отправляет этих жуков в проход в качестве разведчиков, поэтому она также терпеливо ждала поблизости. Через некоторое время лицо Ханьли внезапно побледнело, и он резко открыл глаза и вскочил на ноги. Плохо. В этой пещере есть кто-то с непостижимым уровнем культивации. Мои духовные насекомые были пойманы. Как только голос Ханьли затих, со всех сторон раздался пожилой голос. Мне было интересно, кто сломал мою запирающую формацию 7 иньских врат. Оказывается, ко мне пришлись несколько гостей. Раз уж вы здесь, почему бы не войти и не поболтать со мной?
Глава 1517. Цин Юаньцзы. Хань Ли и Янь Ли были поражены, услышав этот пожилой голос, и переглянулись между собой с недоумением в глазах. Идем. Этот человек слишком силен, чтобы противостоять ему. Судя по тому духовному чутью, которым я наделил своих духовных насекомых, его уровень культивации превосходит даже демонических монархов. Несмотря на то, что Хань Ли чувствовал себя довольно встревоженным, он все равно сохранял спокойствие. Спокойная и собранная манера поведения Хань Ли выглядела довольно успокаивающе для Ян Ли, и она кивнула в ответ. Таким образом, они оба медленно подошли ко входу в пещеру. Проход на склоне горы был не очень большим, и в нем не было ничего особенного. Это был просто квадратный вход, вымощенный обычным голубым камнем. Пролетев в коридоре более чем на 1000 футов, они оба оказались в старинном зале, пол которого был покрыт мелким белым песком. Зал был размером более 1000 футов, но в таком огромном пространстве было всего несколько предметов мебели. Помимо нескольких столов и стульев, в углах зала стояло всего несколько горшков со странными растениями. Каждое из этих растений было не более фута в высоту, но даже издалека Хань Ли почувствовал их запах. Одних запахов от этих немногих растений в холле было достаточно, чтобы Хань Ли почувствовал себя так, как будто он находится в густом лесу. В самом центре холла стоял стул, на котором сидел пожилой мужчина в сером. У этого человека была приземленная внешность, его единственная примечательная черта лица — метровая борода. Он также осматривал Хань Ли и Ян Ли. «Вы двое, люди», — сказал пожилой мужчина слегка удивленным голосом. Сердце Хань Ли забилось от его слов, и, отвечая, он слегка поклонился. «Кажется, старший знает о нашей человеческой расе. Могу я спросить ваше имя, старший?» «Хе-хе, я не просто знаю человеческую расу, я сам человек. Что касается моего прежнего имени, нет необходимости упоминать его. Можешь называть меня старшим Цином», — усмехнулся пожилой мужчина, и доброжелательный свет появился в его глазах, когда он посмотрел на Хань Ли и Ян Ли. «Что? Вы тоже человек, старший?» Потрясенно воскликнула Ян Ли. «Почему? Неужели странно, что я человек?» Пожилой мужчина усмехнулся. «Конечно, нет. Просто мы не ожидали увидеть одного из наших собратьев так далеко от человеческих территорий», поспешно объяснил Хань Ли. Пожилой мужчина перед ними был действительно невероятно могущественным существом, которого они не могли позволить себе оскорбить. «Я родом из человеческой расы, но мое нынешнее тело больше не то, чем я изначально обладал. Вместо этого мне удалось случайно получить тело чрезвычайно редкой расы Чан Юань. Эти существа обладают всеми типами способностей, и они от рождения наделены несколькими невероятными способностями, каждая из которых намного превосходит даже самых выдающихся культиваторов человеческой расы», сказал пожилой мужчина медленным голосом, осматривая свои руки. Хань Ли никогда не слышал об этой расе Чан Юань, но внешность и голос этого пожилого человека были точно такими же, как у человека. Таким образом, в глазах Хань Ли появилось своеобразное выражение. «Не стоит так удивляться. Мой нынешний облик по-прежнему такой же, каким был тогда, когда я обладал человеческим телом. Мне потребовалось много усилий, чтобы усовершенствовать это тело расы Чан Юань, чтобы оно полностью походило на мое прежнее тело», объяснил пожилой человек. Процесс, описанный пожилым человеком, был для Хань Ли невообразимым, но мужчина говорил об этом так, как будто это был относительно простой подвиг. Это сделало Хань Ли еще более пораженным непостижимыми способностями человека, и он сказал уважительным голосом: «Пожалуйста, простите нас за наше невежество, старший. Если подумать, с тех пор, как я покинул человеческую расу много лет назад, я ни разу не возвращался, поэтому мне очень интересно узнать, что из себя представляет человечество сейчас. Не могли бы вы двое сказать мне об этом?» Приятным голосом спросил пожилой мужчина. «Мы обязательно расскажем вам все, что знаем, старший», сразу же ответил Хань Ли, переглянувшись с Ян Ли. Пожилой мужчина восторженно фыркнул, потер руки и сказал: «Отлично. Интересно, сколько из моих прошлых друзей и знакомых из рода человеческого еще живы?» После этого пожилой мужчина на мгновение остановился, оценивая Хань Ли и Ян Ли, и на его лице появился намек на удивление. «Вы двое не обладаете какими-либо исключительными уровнями культивации, но используемые вами навыки весьма интересны. Одна из вас — полупризрачное существо. Прошло уже более 10 тысяч лет с тех пор, как я видел, как кто-то принял такой путь культивации. Что касается тебя, твоя магическая сила весьма разнообразна, в тебе есть дьявольская природа, и твое тело необычайно мощно для существа твоего ранга. Ты либо используешь несколько видов искусств культивации одновременно, либо выбрал путь одновременной культивации», размышлял пожилой мужчина, но его слова поразили Хань Ли и Ян Ли как молния. Лицо Ян Ли слегка побледнело, и выражение лица Хань Ли также резко изменилось.
Одного взгляда этого пожилого мужчины было достаточно, чтобы они оказались перед ним, как на ладони. Хань Ли насильно подавил изумление в своем сердце и заставил себя улыбнуться, но когда он собирался что-то сказать, золотой свет вспыхнул в глазах пожилого человека, и он издал слабый крик удивления. Затем он махнул рукой в сторону Хань Ли, и прежде чем Хань Ли понял, что он делает, 72 лазурных бамбуковых облачных меча в его теле внезапно задрожали в унисон. Сразу после этого они были вытеснены из его тела взрывом огромной всасывающей силы. Хань Ли был ошеломлен этим развитием событий, и серый свет мгновенно вспыхнул рядом с золотыми дугами молний, образуя защитный барьер вокруг него, и он воскликнул: «Что это значит, старший? Разве я вас чем-то обидел?» В то же время лазурный свет вспыхнул в одном из его рукавов, и около дюжины бусинок молний беззвучно упали ему в руки. Тем временем в другой его руке вспыхнул черный свет, и он призвал браслет духовного зверя, наполненный золотыми прожорливыми жуками. У него было большое количество сокровищ, но только эти две вещи могли помочь ему в этой ситуации. Пожилой мужчина полностью проигнорировал Хань Ли, рассматривая 72 мерцающих золотых меча в воздухе. Осмотрев мечи, на его лице появилось своеобразное выражение, и он пробормотал себе под нос: «Судя по стилю и техникам обработки, это действительно лазурные бамбуковые мечи, и их ровно 72. Цвет не совсем тот, так что ты, должно быть, что-то к ним добавил. А. Значит, ты закалил эти мечи с помощью золотого молниеносного бамбука. Кажется, ты очень богатый человек. Даже я не смог бы собрать столько золотого молниеносного бамбука». Хань Ли, естественно, был весьма удивлен, услышав, что пожилой мужчина узнал лазурные бамбуковые облачные мечи. Внезапно ему в голову пришла невероятная мысль, и он полностью окаменел на месте. Через некоторое время пожилой мужчина испустил слабый вздох и оторвал взгляд от 72 мечей, а затем закрыл глаза. Почти в тот же самый момент Хань Ли восстановил контроль над своими мечами и немедленно сделал печать заклинания, после чего все мечи исчезли в его теле в мгновение ока. Затем он окинул пожилого человека особенным взглядом и замолчал. Ян Ли почувствовала, что что-то не так, и на ее лице появилось озадаченное выражение, но она мудро решила ничего не говорить. Через некоторое время пожилой мужчина снова открыл глаза и с улыбкой повернулся к Хань Ли, сказав: «Хе-хе, похоже, искусство владения мечом лазурной эссенции, которое я оставил в человеческом мире, попало тебе в руки. Ты, должно быть, вознесся в мир духов из мира людей, верно? Я не смог усовершенствовать это искусство меча, но ты все же смог усовершенствовать все 72 лазурных бамбуковых облачных мечей в качестве собственных духовных сокровищ и даже закалил их золотым молниеносным бамбуком. Это замечательный подвиг». Пожилой мужчина удивленно щелкнул языком, говоря это, и оценивал Хань Ли, как будто тот был неким драгоценным сокровищем. «Я действительно овладел искусством владения мечом лазурной эссенции, и также правда то, что я вознесенный культиватор. Значит, вы действительно старший Цин Юаньцзы». Хань Ли слегка запнулся и поклонился еще раз. Искусство владения мечом лазурной эссенции было основным искусством культивации, которое он использовал на протяжении всего своего пребывания в человеческом мире, поэтому он, естественно, был поражен теперь, когда лично увидел Цин Юаньцзы. Цин Юаньцзы? Кажется, так. Если быть точным, я всего лишь наполовину Цин Юаньцзы, пожилой мужчина улыбнулся в ответ. Наполовину. Хань Ли не знал, что делать с этим странным заявлением. Когда Цин Юаньцзы путешествовал по другим континентам, на него напали сразу несколько могущественных врагов. Ему удалось выжить в битве, но его физическое тело было уничтожено, и его душа также была на грани развала. В этой ситуации он столкнулся с существом Чан Юань, и он насильственно овладел телом этого существа, а затем объединил их души вместе, чтобы восстановить свою собственную душу. Следовательно, половина моих воспоминаний принадлежит Цин Юаньцзы, а другая половина принадлежит этому Чан Юаню. Вот почему я смог так быстро прогрессировать в своей культивации и поднялся до этих высот, поэтому было бы неплохо называть меня Цин Юаньцзы, объяснил пожилой мужчина. Услышав это, Хань Ли безмолвно моргнул. Когда я получил тело этого существа Чан Юаня, я не смог унаследовать все воспоминания Цин Юаньцзы, но я сохранил все его воспоминания об искусстве владения мечом лазурной эссенции. Наполнив свои мечи золотым молниеносным бамбуком, ты создал идеальные летающие мечи с древесным элементом. Жалко, что позже ты был слишком нетерпелив и закалил их с помощью кучи других материалов, тем самым сделав духовную природу этих мечей такой хаотичной. В противном случае у тебя бы была гораздо более прочная связь между твоим сердцем и твоими мечами, и ты смог бы доминировать над всеми существами своего ранга с помощью одного лишь набора летающих мечей. Хе-хе, в свое время у Цин Юаньцзы не было никаких других сокровищ, кроме его лазурных бамбуковых облачных мечей, но он смог победить существ на стадии пространственного закаливания, будучи только на стадии божественной трансформации, а после того, как он сам достиг стадии пространственного закаливания, его боялись даже культиваторы интеграции тела, сказал пожилой мужчина.
Хань Ли погладил подбородок, и на его лице появилась кривая улыбка. Возможно, этот пожилой человек был прав, но когда он был в мире людей, он постоянно находился в серьезной опасности, так как же он мог не проявлять нетерпения? На самом деле, с его нынешними силами и способностями, он также мог легко победить существ в стадии пространственного закаливания. А после достижения самой стадии пространственного закаливания, он был бы вполне уверен в своих шансах против существ в стадии интеграции тела. Конечно, он не мог сказать это, чтобы упрекнуть пожилого человека, поэтому ему пришлось изобразить легкое смущение. В любом случае, ты унаследовал искусство владения мечом лазурной эссенции, а я владею почти половиной воспоминаний Цин Юаньцы, так что можно сказать, что у нас есть некое родство друг с другом. Позволь мне спросить тебя кое-что, но ты должен ответить мне честно. Вы двое пришли в адскую реку с этими незваными гостями. Голос пожилого мужчины в конце внезапно стал довольно холодным. Глава 1518. Небесное иньское телосложение. Сердце Хань Ли дрогнуло, услышав это. Несмотря на то, что он уже подозревал, что это так, вопрос человека ясно показал, что они все еще находятся в адской реке. Хань Ли на мгновение замолчал, чтобы подготовить ответ. Мы двое были вынуждены войти в адскую реку с этими незваными гостями. К счастью, мы смогли сбежать от них, и для нас было бы просто катастрофой, если бы мы должны были снова встретиться с ними. Ответ Хань Ли был немного двусмысленным, но пожилой мужчина просто небрежно кивнул, сказав: «Не беспокойтесь о том, чтобы обидеть меня. Я живу здесь только потому, что заключил сделку со старейшинами расы падёнок. Пока это пространство не находится под угрозой, я не буду вмешиваться. Тем не менее, я заинтересован в этих незваных гостях, поскольку они смогли войти в адскую реку из другого пространства и победили все марионетки, размещенные здесь расой падёнок. Они должны быть довольно сильными в своем ранге, верно? Ваша мудрость не имеет себе равных, старший. Все они — демонические монархи на средней или поздней стадии интеграции тела, поэтому все они, безусловно, чрезвычайно могущественны», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. «Эти люди, должно быть, заставили тебя прийти сюда, потому что они хотели использовать твою божественную дьявольскую молнию. Раз они уже получили божественный эликсир адской реки, но все еще не желают освободить тебя, они, очевидно, намереваются совершить набег на дьявольскую гробницу. Их жадность приведет к их смерти». Пожилой мужчина холодно усмехнулся. «Что-то не так с дьявольской гробницей, старший?» Осторожно спросил Хань Ли. «Похоже на то. Злоумышленников ждет неприятный сюрприз, когда они войдут в область, где хранятся дьявольские артефакты. Не так давно одному из дьявольских артефактов удалось вырастить человеческую форму и поглотить все остальные дьявольские артефакты, тем самым обретя тело высшего демона. Даже я не смог бы победить эту тварь, не говоря уже об этих злоумышленниках. На самом деле, они, возможно, даже не смогут сбежать живыми», — объяснил пожилой мужчина с намеком на улыбку на лице. «Тело высшего демона». Губы Хань Ли дрогнули, услышав это. Если он правильно помнил, это был пик культивации, к которому стремились все дьявольские культиваторы. Эта штука спрятана в самой глубокой части дьявольской ци внутри дьявольской гробницы и полностью сосредоточена на культивации, поэтому без твой божественной дьявольской молнии эти демонические монархи не смогут даже добраться до нее. Конечно, если они будут слишком упрямы и рассердят эту штуку, тогда их ждет совсем другая история. Между прочим, у вас двоих есть еще один компаньон, верно? Вдруг спросил пожилой мужчина. У меня есть младшая боевая сестра, которая была отделена от нас. Откуда вы знаете об этом, старший? Поспешно ответила Ян Ли. Помимо вас двоих, еще кто-то был захвачен моими запирающими формациями 7 иньских врат. Однако в данный момент она находится где-то в другом месте, но я приведу ее сюда, чтобы вы могли скоро воссоединиться с ней, ответил пожилой мужчина. Спасибо, старший. Я так волновалась за нее все это время. Ян Ли была вне себя от радости. Хань Ли на мгновение помедлил, но все же спросил: «Старший Цзян, почему ваша запирающая формация 7 иньских врат привела нас сюда?» Я использовал силу формации, чтобы установить несколько ограничений внутри адской реки, где наиболее часто извергается иньская ци, и это позволяет мне легко измерять уровень иньской ци во всей адской реке. При этом я могу предотвратить дисбаланс или чрезмерное количество иньской ци в этой адской реке, что приведет к обрушению всего пространства. Вы втроем были вовлечены сюда, так как случайно оказались рядом с поглощающим духовным туманом прямо в момент, когда я активировал формацию, с улыбкой объяснил пожилой мужчина. Понятно. Услышав это, Хань Ли все понял. Он действительно хотел спросить, как связаны черный туман, это пространство и зверь Раху, но в конце концов не решился. Ему не было большой пользы от этих знаний, зато слишком много вопросов об этом месте могло разозлить пожилого человека, так что оно того не стоило. Пока они разговаривали друг с другом, лазурный свет внезапно вспыхнул от каменного лица с одной стороны зала,
и там появился другой проход. Затем из него вышла гибкая и изящная красотка в облаке инской ци. Это была никто иная, как Юань Я. В тот момент, когда она появилась в этом месте, на ее лице было настороженное выражение, но это быстро сменилось удивлением и восторгом при виде Хань Ли и Ян Ли. «Брат Хань, старшая сестра Ян, я так рада видеть вас двоих». Юань Я немедленно подлетела к ним двоим с широкой улыбкой на лице. Другой культиватор, использующий искусство культивации призрачного Да. Понятно. На самом деле, это немного странно. В глазах пожилого мужчины внезапно появилось недоумение, глядя на Юань Я. Юань Я в недоумении посмотрела на пожилого человека. Она не смогла определить его уровень культивации, но знала, что он был невероятно могущественным существом. Однако слова, которые исходили из его уст, были для нее весьма озадачивающими. Хань Ли и Ян Ли также обменялись удивленными взглядами. Что в Юань Я, учитывая внушающий страх уровень культивации этого пожилого человека, могло вызвать у него такую сильную реакцию, прямо в этот момент пожилому человеку, казалось, пришла в голову мысль, и он указал пальцем на Юань Я с приподнятым выражением лица. Луч лазурного света вспыхнул в воздухе от кончика его пальца и растворился в теле Юань Я прежде, чем Хань Ли и другие успели отреагировать. Ах! Юань Я испугалась и поспешно заняла оборонительную позицию, одновременно оценивая свое внутреннее состояние. Ян Ли сразу же поспешила к Юань Я, и они двое с осторожностью уставились на пожилого человека. Если бы не тот факт, что у них не было бы шансов в битве с этим человеком, возможно, они бы уже напали в приступе гнева. Тем временем Хань Ли просто прищурился, продолжая стоять на месте. Если бы пожилой мужчина действительно питал к ним неприязнь, они бы уже были мертвы. По крайней мере, в данный момент он не чувствовал исходящей от него вражды. Однако в качестве меры предосторожности Хань Ли все еще рефлекторно сильнее сжал молниеносные бусины и браслет призрачного зверя, которые были спрятаны в его рукаве. Разумеется, пожилой мужчина вскоре сказал: «Нет нужды волноваться, господа даосисты, я просто наложил экспериментальную печать заклинания, чтобы подтвердить свои подозрения. Печать заклинания никоим образом не причинит вреда вашей подруге». Эксперимент. Что вы могли бы со мной экспериментировать, старший? Я впервые вижу вас. Юань Я все еще чувствовал себя очень тревожно. Однако пожилой мужчина просто проигнорировал ее и сделал печать заклинания рукой, и Юань Я встревожилась, обнаружив, что ее дантянь внезапно слегка нагрелся. Прежде чем она успела что-то сказать, на ее лице внезапно появился слой темно-зеленого света, после чего на ее щеках появились листовые узоры. «Что это?» — воскликнула Ян Ли, увидев узоры на лице Юань Я. Однако Юань Я совершенно не могла видеть узоры, появившиеся на ее глобеле, поэтому встревоженная реакция Ян Ли ее смутила. Как и ожидалось, ты действительно обладаешь небесным инским телосложением. Я так и не нашел его после всех лет поисков, но, когда я уже собирался сдаться, ты сама пришла прямо к моему порогу. К счастью, это еще не слишком поздно, еще как раз достаточно времени. Пожилой мужчина внезапно разразился экстатическим смехом. Ян Ли и Юань Я слегка испугались, казалось бы, ненормальной реакцией пожилого человека, и рефлекторно отступили на несколько шагов, словно обращаясь к Хань Ли за помощью. Хань Ли нахмурился и спросил: «Осмелюсь сказать, что я довольно хорошо осведомлен, но я никогда не слышал об небесном инском телосложении. Могли бы вы подробнее рассказать об этом, старший Цзян? Приношу свои извинения, я много лет искал кого-то с небесным инским телосложением, поэтому мои эмоции взяли верх над мной. Небесное инское телосложение — не концепция нашей человеческой расы. Это особая конституция, известная в расе Чан Юань, поэтому неудивительно, что ты о нем не слышал. Эта конституция не дает никаких преимуществ при использовании человеческих навыков культивации, но некоторые чрезвычайно мощные искусства культивации расы Чан Юань могут использоваться только с таким телосложением. Однако существа, соответствующие этому критерию, чрезвычайно редкие, даже в расе Чан Юань, не говоря о других расах. По крайней мере, я потратил около 10 тысяч лет на поиски одного с таким телосложением, и все безрезультатно. Госпожа Юань, верно. Ты бы хотела стать моей ученицей? Вдруг с улыбкой спросил пожилой мужчина. Юань Я была ошеломлена, услышав это. Вы хотите взять младшую боевую сестру Юань в ученики, старшей? Ян Ли тоже была полностью ошеломлена. В самом деле, но будь уверена, у меня нет к ней недобрых намерений. По правде говоря, я хотел бы взять госпожу Юань в качестве своей ученицы, чтобы она могла развить способность, которую могут использовать только с ее конституцией тела, и с помощью этой способности у меня будет как минимум 70% шанс превзойти мою следующую небесную трибуляцию. На самом деле, если мне повезет, я, возможно, даже смогу превзойти трибуляцию после этого.
У меня еще осталось время на 2 небесных трибуляции, поэтому я могу даже продвинуться в своей культивации, и для меня не будет невозможным продвинуться к стадии превосходства трибуляции, серьезно сказал пожилой мужчина, и улыбка исчезла с его лица. Стадия превосходства трибуляции. Неужели вы культиватор на стадии Великого Вознесения? Юань-Я изумленно вдохнула. Хе-хе, я был культиватором на ранней стадии Великого Вознесения более 10 тысяч лет. И если бы я захотел принять ученика, бесчисленное количество культиваторов высокого уровня стеклись бы в мою пещерную резиденцию только для того, чтобы получить шанс, гордо сказал пожилой мужчина. Ян Ли была действительно ошеломлена этим моментом. Хань Ли уже подозревал, что это так, но когда пожилой мужчина признал это сам, у него все равно пересохло в горле. Это был первый в истории культиватор Великого Вознесения, с которым столкнулся Хань Ли с момента своего восхождения в мир духов. Юань-Я заставила себя успокоиться и спросила нерешительным голосом: «Для меня, конечно, было бы большой честью стать вашим учеником, старший, но все это слишком неожиданно. Могу ли я обсудить это с господином Ханем и старшей боевой сестрой Я?» «Хе-хе, похоже, я слишком торопился. Конечно, ты можешь обсудить этот вопрос со своими товарищами. Как насчет этого? Вы можете остаться в моей пещерной резиденции и немного отдохнуть, а затем дайте мне ответ в течение 3 дней», сказал пожилой мужчина, уверенно погладив бороду. Глава 1519. Расхождение во мнениях. Юань-Я и Ян Ли были очень рады услышать это, и обе поспешно выразили свою благодарность. Пожилой мужчина внезапно улыбнулся и хлопнул в ладоши, после чего вспыхнул белый свет, и в воздухе появилась полупрозрачная белая фигура. «Отведи наших гостей в гостевую комнату, чтобы они немного отдохнули. Если у них будут какие-либо пожелания, сделай все возможное, чтобы удовлетворить их», сказал пожилой мужчина. «Да, мастер». Белая фигура в ответ почтительно поклонилась. Хань Ли направил свое духовное чутье на эту белую фигуру, и его сердце содрогнулось, когда он обнаружил, что это существо было призрачным монархом на поздней стадии пространственного закаливания. У Хань Ли было много вопросов, а оставшихся без ответа, ему не оставалось ничего другого, кроме как последовать за белой фигурой. После того, как трио Хань Ли покинуло зал, пожилой мужчина отвел взгляд, и на его лице появилось задумчивое выражение. Тем временем Хань Ли и другие последовали за его призрачным слугой через ряд коридоров, миновали несколько меньших залов, а затем вошли во двор. Двор состоял из дюжины или около того каменных домиков, и они не были особенно впечатляющими или замысловатыми, но все они были довольно чистыми и аккуратными. Белая фигура указала на двор и холодным голосом сказала: «Вы трое можете остаться здесь и отдохнуть. Если у вас нет срочных дел, которые нужно решить, я предлагаю вам больше никуда не выходить. Если у вас есть что-то, о чем нужно позаботиться, позовите меня, и я приду как можно скорее». После этого белая фигура исчезла на месте, оставив трио Хань Ли. «Пойдемте и отдохнем в первую. Последние несколько дней мы летели без остановок, так что я уверен, что вы двое тоже очень устали. Мы сможем рассмотреть другие дела, когда мы все восстановили часть нашей энергии. В любом случае, у нас есть 3 дня, чтобы решить, так что, конечно, не нужно торопиться», сказал Хань Ли, повернувшись к 2 женщинам с улыбкой. Ян Ли выдавила улыбку в ответ, в то время как брови Юань-Я остались нахмуренными. Таким образом, Хань Ли первым вошел во двор. Он направился к одной из каменных хижин, дверь которой оказалась не запертой, и поэтому он открыл ее и вошел в комнату. Комната не была очень большой, площадью всего лишь около 80 футов, но была полностью обставлена чрезвычайно простой мебелью из голубого камня. В углу комнаты был даже матерчатый футон из травы. Хань Ли взмахнул рукавом и выпустил около дюжины флагов формации заклинаний, которые исчезли в углах комнаты. Медленно появилась лазурная световая преграда. Это было всего лишь простое ограничение для предотвращения слежки. Несмотря на то, что у него не было никаких защитных свойств, по крайней мере, пожилой мужчина не мог видеть, что он делал. Хань Ли неторопливо снял обувь и сразу же заснул на кровати. С тех пор, как он вошел в Адскую реку, ему приходилось опасаться призрачных существ, которые свирепствовали в этом районе, а также демонических монархов, строящих заговоры против него, так что у него давно не было хорошего отдыха. Несмотря на то, что он не мог полностью заставить себя доверять этому пожилому мужчине, это не имело значения, насколько осторожным он не был, имея дело с культиватором стадии Великого Вознесения, поэтому он просто решил по большей части ослабить бдительность и воспользоваться этой возможностью, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. В каменной хижине раздался храп, и Хань Ли погрузился в глубокий сон. Ему снились сцены из детства, когда он жил вместе со своими родителями, братьями и сестрами, и он даже видел некоторых друзей из детства. Все эти люди были ему очень хорошо знакомы, но он почему-то не мог вспомнить черты их лица.
В воздухе во сне появилась пара нежных и любящих глаз, и эти глаза принадлежали Нангун Ван, его жене в человеческом мире. Нангун Ван, появившись во сне, ничего не сказала. Она просто оценила Хань Ли теплым и страстным взглядом, и Хань Ли тоже смотрел на нее, по-видимому, очарованный ее красотой. Спустя долгое время веки Хань Ли задрожали. Когда он проснулся, образ красивых глаз Нангун Ван все еще оставался в его памяти. Он не сразу встал. Вместо этого он лежал на своей кровати, греясь в тепле, которое сон принес в его сердце. Через некоторое время опьянённый взгляд в глазах Хань Ли постепенно исчез, и он вернулся к своему обычному спокойному выражению лица. Возможно, это было совпадением, но прямо в этот момент за дверью раздался восхитительный голос Ян Ли. «Ты уже встал, брат Хань? Если так, пожалуйста, приходи обсудить текущие дела со мной и моей младшей боевой сестрой». Ян Ли говорила довольно вежливо. «Пожалуйста, подождите, я скоро приду», — ответил Хань Ли, садясь на кровати. «Тогда мы будем ждать твоего визита в каменной хижине посередине, брат Хань». Усмехнулась Ян Ли перед уходом. Хань Ли спокойно надел ботинки, а затем поднял руку, вызвав вспышку лазурного света, которая охватила все его тело. В результате складки на его мантии мгновенно разгладились, и Хань Ли также почувствовал себя более бодрым и вышел из своей каменной хижины. Юань Я и Ян Ли остановились в одной хижине накануне вечером, так что, скорее всего, они уже заранее обсудили это. Помня об этом, Хань Ли вошел в каменную комнату в самом центре двора. Эта комната была примерно в 2 раза больше той, в которой он жил, и внутри был каменный стол и несколько каменных стульев. Ян Ли и Юань Я сидели за столом и обсуждали что-то в слегка возбужденной манере. В каждом из 4 углов холла висел черный флаг, окутывающий всю комнату слоем серого света. Оказалось, что они тоже установили в комнате ограничения. «Я рада, что ты здесь, брат Хань», младшая военная сестра Юань, и я ломали голову, пытаясь найти здесь лучшее решение, и Ян Ли сразу же поднялась на ноги с соблазнительной улыбкой, когда Хань Ли вошел в комнату. Юань Я также встала поприветствовать его. «А похоже, вы двое действительно уже обсуждали этот вопрос. Если вы мне доверяете, то не стесняйтесь высказать свое мнение». «Хотя мой уровень культивации невысок, но я неплохо разбираюсь в стратегиях», — усмехнулся Хань Ли. Таким образом, он тоже подошел к столу, и все трое сели. На самом деле все довольно просто. Это, естественно, блестящая возможность, что старший Цзян готов принять меня в качестве своей ученицы, но меня больше интересует возвращение к человеческой расе и поиски секретной техники или искусства культивации, которые позволили бы мне восстановить мое человеческое тело. Независимо от того, насколько сильна эта способность расы Чан Юань, она не сможет решить мое текущее затруднительное положение. Однако старшая боевая сестра Ян считает, что эту возможность нельзя упускать, и она хочет, чтобы я остаться здесь под опекой старшего Цзина. Покорно вздохнула Юань Я. «Почему ты так спешишь вернуть свое человеческое тело, младшая боевая сестра Юань? Ты можешь культивировать под руководством старшего Цзина какое-то время, а когда ты овладеешь способностью, о которой он упомянул, ты сможешь вернуться в человеческую расу и найти способ восстановить свое человеческое тело. Если ты упустишь эту возможность, она может больше никогда не появиться», Ян Ли пыталась переубедить ее. «Если бы это было возможно, то я бы непременно ухватился за эту возможность. Однако мы с тобой обе знаем, что с тех пор, как мы начали культивировать искусство иньянского перерождения, наши конституции постепенно меняются в сторону превращения в настоящих призрачных существ. Я пыталась подавить этот процесс изо всех сил, но, скорее всего, скоро мы действительно станем призрачными существами. Я не могу позволить себе оставаться здесь и культивировать какие-то другие способности, потому что мы не можем тратить время зря». Юань Я удрученно вздохнула. «Конечно, я знаю об этом. Вот почему я предлагаю тебе остаться здесь и культивировать под руководством старшего Цзина, в то время как я вернусь к людям и найду способ восстановить наше человеческое тело. Таким образом, ты можешь получить лучшее из обеих миров», — вздохнула Ян Ли. «Нет необходимости пытаться умиротворить меня, старшая боевая сестра. Я уверена, ты умеешь читать между строк. Его следующая небесная трибуляция приближается, и у меня едва хватает времени, чтобы овладеть способностью расы Чан Юань за такой короткий промежуток времени. Если я соглашусь стать ученицей старшего Цзина, как я смогу отвлечь свое внимание на другие вещи, которые помогут мне восстановить мое человеческое тело?» Юань Я упрямо покачала головой. «Пока мы двое можем быть вместе, что с того, если мы станем настоящими призрачными существами? Ты сама видела опасности мира духов, и если мы двое вернем наше человеческое тело, в один прекрасный день мы можем снова умереть. Для сравнения, для тебя гораздо лучше культивировать под руководством старшего Цзина и получать его защиту.
После того, как ты овладеешь необходимыми способностями, мы сможем найти способ восстановить наше человеческое тело. Даже если мы трансформируемся в призрачных существ, мы все равно определенно отличаемся от настоящих призрачных существ, которые никогда не были людьми. Должен быть другой способ все это изменить. Вдобавок к этому, старший Цзян явно очень высоко ценит тебя. Если ты откажешься от его предложения, думаешь, он так легко позволит нам покинуть это место? Продолжила Янли. А что, если нет возможности повернуть вспять процесс? Ответила Юанья, покачав головой. Брат Хан, что ты думаешь? Пожалуйста, убеди ее. Янли невольно обратилась за помощью к Ханли, поскольку у нее не было другого выхода. Хорошо, поскольку я знаю вас давно, я могу это понять. Госпожа Юань обеспокоена тем, что в будущем она не сможет вернуться в свое человеческое тело, поэтому она не хочет культивировать под руководством старшего Цзина. Однако госпожа Ян хочет, чтобы она осталась, поскольку это прекрасная возможность, верно? Спокойно проанализировал Ханли. Верно. Вчера вечером мы спорили всю ночь, но ни одна из нас не смогла убедить другую. Ответила Янли с кривой улыбкой. Я могу понять твое нежелание стать призрачным существом, госпожа Юань, и я также могу понять, что ты, госпожа Ян, желаешь ей добра. Ни одна из вас здесь не виновата, сказал Ханли с улыбкой. Брат Хань, моей младшей боевой сестре, и мне нужен кто-то, кто поможет нам принять решение, а не посредник, и Янли нахмурила брови с намеком на недовольство в глазах. Хе-хе, посредничество никогда не входило в мои намерения, госпожа Ян. Я хочу сказать, что оба эти затруднения могут быть разрешены одновременно, сказал Ханли с улыбкой. Что? Это правда? Услышав это, на лице Янли появилось скептическое выражение. Юанья тоже была ошеломлена. Глава 1520. Новое искусство владения мечом лазурной эссенции. Это чрезвычайно важный вопрос, поэтому я, конечно, не стал бы шутить по этому поводу, ответил Ханли с серьезным выражением лица. Если мы сможем найти идеальное решение, то это, естественно, будет к лучшему. Расскажи нам, брат Хань, с восторженным выражением на лице сказала Ян Ли. Вам двоим на самом деле не нужно бороться с этим в одиночку, вы можете просто сообщить старшему Цзину об этом затруднительном положении. Не забывайте, что старший Цзян — культиватор стадии Великого Вознесения. Вещи, которые кажутся чрезвычайно трудными или невозможными для нас, могут быть довольно простыми для него. Даже если он не может полностью изменить процесс и позволить вам двоим сразу же вернуть свои человеческие тела, я уверен, что у него есть способ предотвратить дальнейшее превращение вас двоих в призрачных существ. Почему бы вам не поднять этот вопрос со старшим Цзином перед принятием решения? Предложил Хань Ли с улыбкой. Услышав это, Юанья и Ян Ли поняли, что он имел в виду. Это блестящая идея, брат Хань. Мы были слишком увлечены попытками убедить другого человека в том, что наше решение было лучшим, и это заставило нас упустить из виду общую картину, сказала Ян Ли с взволнованным выражением на лице. Юанья также кивнула в знак согласия с этой идеей после короткой паузы для размышлений. Честно говоря, у меня есть и другие проблемы, которые я хотел бы обсудить, внезапно продолжил Ханли, немного помедлив. «Пожалуйста, скажи нам, брат Хан», — обратилась к нему Янли. Юанья также повернулась и взглянула на него, не моргая. Ханли усмехнулся, но не сразу ответил. Вместо этого он перевернул руку, и на его ладони появился черный объект, который мгновенно увеличился до размеров примерно 10 футов. Это была гора божественной эссенции. Он провел рукавом по воздуху, и небольшая гора вылетела на крышу полосой черного света, затем трансформировавшись в серый световой барьер, окутавший всю комнату. Обе женщины были немного удивлены тем, что он делал, но ни одна из них не задавала вопросов. Только после этого Хань Ли выразил вышеупомянутое беспокойство. «Моя эссенция божественного света — ничто в лице культиватора стадии Великого Вознесения, но она предупредит меня, как только какое-либо духовное чутье попытается проникнуть в него. То, что я собираюсь сказать дальше, может быть немного неуважительным по отношению к старшему Цзину, но я считаю, что это необходимо обсудить. Госпожа Ян, ты непреклонна в том, что сестра Юань должна стать ученицей старшего Цзина, но задумывалась ли ты о том, что, возможно, этот старший не хочет использовать силы сестры Юань, чтобы помочь ему преодолеть его следующую небесную трибуляцию, но вместо этого для какой-то другой цели? Или, возможно, помочь ему преодолеть его следующая трибуляция может быть чрезвычайно вредным или опасным процессом для сестры. В таком случае, что ты будешь делать? Обе женщины переглянулись между собой, услышав это, но они не были очень удивлены этому. Ян Ли заставила себя улыбнуться и сказал: «Конечно, ты зашел слишком далеко, брат Хань. Старший Цзян — культиватор Великого Вознесения. Он не стал бы лгать таким незначительным культиваторам, как мы.
Услышав это, Хан Ли приподнял бровь и кивнул со слабой улыбкой, глядя на двух женщин. Похоже, что я думаю слишком много. Поскольку вы двое уже рассмотрели этот вопрос, я не буду больше говорить об этом, но позвольте мне сделать последнее напоминание госпоже Юань. Старший Цзян продлевает приглашение стать его учеником, оставляя тебе право принять окончательное решение, а не заставлять тебя остаться под его крылом. Это означает, что цель, которую он хочет достичь, не может быть достигнута силой. В этом случае ты имеешь определенный уровень рычагов воздействия на него, что означает, что ты не обречена безоговорочно следовать его приказам. Было бы очень опасно пытаться злоупотреблять этим рычагом, но имей в виду, что он существует. «Спасибо за напоминание, брат Хань», — ответила Юань Я с кривой улыбкой. Хан Ли улыбнулся и взмахнул рукой, в результате чего гора божественной эссенции мгновенно исчезла вместе с серым световым барьером. После этого Хан Ли обсудил с двумя женщинами еще несколько вещей, а также задумался о том, почему он живет в таком месте. Однако Юань Я настояла на том, чтобы сразу же увидеться с пожилым человеком, чтобы определить, действительно ли он сможет помочь им вернуть их человеческие тела. Хан Ли и Ян Ли, естественно, не стали отговаривать ее, поэтому все трое вышли из каменной комнаты вместе. Затем Юань Я призвала белую призрачную фигуру, которая привела их в этот двор, и сразу же показалось, что она вообще никогда не уходила. Услышав их просьбу о встрече с пожилым человеком, призрак кивнул и направился впереди. Вскоре после этого Хан Ли и остальные вернулись в пещерный зал, где их снова встретил пожилой человек. Мужчина все еще сидел на том же стуле, что и раньше, и при виде троицы Хан Ли на его лице появилась слабая улыбка, и он спросил: «Ты уже решила принять мое предложение, госпожа Юань?» Юань Я почтительно поклонилась пожилому мужчине и, ненадолго думая, осторожно сказала: «Я бесконечно благодарен за ваше безмерно доброе предложение, и я хотела бы культивировать под вашим руководством. Однако есть проблема, с которой мне нужно обратиться к вам, иначе я не смогу сразу принять ваше предложение». «А, проблема, говоришь? Хе-хе, почему бы тебе не рассказать мне об этом?» Глаза пожилого человека немедленно загорелись, и он, казалось, был вполне уверен в своей способности решить любые проблемы, о которых собиралась сказать Юань Я. Таким образом, Юань Я немедленно открыла мужчине свое желание вернуться в свою человеческую форму. «Ха-ха, ты представила это как какое-то невыполнимое затруднительное положение, но это просто пустяк. Я могу изготовить для тебя несколько видов таблеток, а затем потратить немного магической силы, чтобы изгнать силу инскую ци из твоего тела, и все получится. Осталось всего несколько лет, прежде чем ты сможешь восстановить свое человеческое тело. Вдобавок ко всему, это не помешает тебе развить способности расы Чан Юань», усмехнулся пожилой мужчина, словно это была просто простая задача для него. «В таком случае я, конечно, готова стать вашей ученицей, мастер Цзян. Эр выражает почтение своему мастеру». Юань Я тоже обрадовалась такому результату и сразу же почтительно поклонилась. «Хорошо, хорошо. Будь уверена, моя ученица, я могу подождать несколько лет без проблем. Когда ты полностью восстановишь свое человеческое тело, ты сможешь начать развивать эту способность расы Чан Юань». Пожилой мужчина взмахнул рукавом, послав поток невидимой силы, чтобы помочь Юань Я вернуться в вертикальное положение. Слезы внезапно навернулись на глаза Юань Я, и она продолжила: «Мастер, раз вы уже согласились помочь мне вернуть мое человеческое тело, так что мне действительно не следует просить ничего другого, но старшая боевая сестра Ян Ли была мне как сестра долгие годы. Сможете ли вы принять ее как свою ученицу, а также помочь ей восстановить ее человеческое тело?» На лице пожилого мужчины появилось противоречивое выражение, и только через некоторое время он испустил слабый вздох. «Я уже сделал исключение, приняв тебя в качестве своей ученицы, поэтому я не смогу взять под свое крыло госпожу Ян. Однако я могу помочь ей вернуть ее человеческое тело, если ты этого хочешь». Юань Я хотела настоять на этом, но Ян Ли прервала ее, тайком покачав головой в сторону Юань Я. «Я уже чрезвычайно благодарна за то, что старший Цзян готов потратить время и силы, чтобы помочь мне восстановить мое человеческое тело, и я не могу надеяться стать ученицей старшего Цзина с моими посредственными способностями, поэтому, пожалуйста, не проси ничего больше, младшая боевая сестра». Ян Ли говорил очень серьезно, и на лице Юанья появилось слегка удрученное выражение, но в конце концов она замолчала. Она также прекрасно понимала, что человеку со статусом старшего Цзина нелегко изменить свое мнение после принятия решения. Согласие на половину ее условия уже было проявлением великой щедрости, поэтому было бы нереально просить чего-то большего. Хан Ли проводил двух женщин в зал, но сам просто стоял в стороне и воздерживался от разговоров. Тем не менее, все это время он внимательно осматривал пожилого мужчину, пытаясь уловить какие-либо признаки обмана в его словах, но пожилой мужчина на протяжении всего этого процесса казался вполне искренним, и это стало большим облегчением для Хан Ли. Оказалось, что этот старший Цзян действительно искал ученика.
Внезапно пожилой мужчина передал свой голос Хань Ли. «Друг Хань, ты хотел со мной о чем-то поговорить наедине, не так ли?» Хань Ли немного опешил, но быстро передал свой голос в ответ. «Я был бы более чем рад поговорить с вами, старший Цзян». Юань-Я и Ян Ли могли видеть, как губы Хань Ли и пожилого мужчины шевелятся, но не издавалось никаких звуков, поэтому они понимали, что эти двое явно разговаривали посредством передачи голоса. Обе женщины переглянулись и стали молча ожидать. «Честно говоря, если бы я не обнаружил, что эта твоя подруга обладает небесным иньским телосложением, я изначально намеревался взять тебя в качестве своего ученика, чтобы ты унаследовал все, что у меня есть. Однако я принял Яэр в качестве моей ученицы, и мне также нужно подготовиться к моей следующей небесной трибуляции, так что у меня просто нет лишних возможностей взять тебя под свое крыло. Это весьма прискорбно для меня, поскольку я очень заинтересован в твоей одновременной культивации», сказал пожилой мужчина несчастным голосом. Хань Ли был полностью ошеломлен от его слов, и только через некоторое время он ответил уважительным голосом: «Это действительно очень неудачно для меня, но такова жизнь. Однако, раз ты получил искусство владения мечом, оставленное Цин Юаньцзы в человеческом мире, и использовал золотой молниеносный бамбук, чтобы изготовить 72 своих лазурных бамбуковых облачных меча, вы технически наполовину мой ученик. Если ты все еще заинтересован в новом искусстве владения мечом лазурной эссенцией и снова усовершенствуешь лазурные бамбуковые облачные мечи, я могу передать тебе эти методы. Однако, в конце концов, ты не мой настоящий ученик, так что тебе придется предложить мне кое-что взамен», продолжил пожилой мужчина. «Новое искусство владения мечом лазурной эссенции». Услышав это, сердце Хань Ли заколебалось. Верно. Искусство владения мечом, которое Цин Юаньцзы оставил в человеческом мире, было завершено только наполовину, и он закончил только вторую половину после входа в мир духов. С обеими половинами искусства меча может поддержать твою культивацию на всем пути вверх. Только после того, как я принял тело этого существа Чан Юань, я переключился на искусство культивации расы Чан Юань, но если ты сможешь овладеть этим искусством культивации, то снова закалишь свои летающие мечи, чтобы избавить их примесей, то построенная тобой формация мечей позволит тебе сражаться на равных с существами на поздней стадии интеграции тела, сказал пожилой мужчина с улыбкой. Но я всего лишь культиватор на стадии божественной трансформации. Что я могу предложить, чтобы заинтересовать вас, старший? Хань Ли был весьма искушен этим предложением, но он все еще сохранял намек на ясность и спокойствие в своем уме. У тебя, может, и нет ничего другого, но наверняка у тебя есть лишний остаток золотого молниеносного бамбука, верно? Прищурившись, спросил пожилой мужчина. Золотой молниеносный бамбук. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Верно. Если ты дашь мне достаточно материала, чтобы усовершенствовать 3 летающих меча, я передам тебе это новое искусство владения мечом. Если у тебя есть больше, я могу даже помочь тебе закалить твои 72 летающих меча, усмехнулся пожилой мужчина.